Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Екатерина Клобукова, и сегодня у меня для вас очередной мастер-класс вот на такую уточку, которая в последнее время стала очень популярной. До сих пор я не могу запомнить ее название, если не ошибаюсь, Лала Фанфан она называется. Возможно, я сейчас говорю не точно. Мне еще предстоит ее название запомнить. Это только заготовка. Если вы смотрели фотографии в интернете, то она должна еще быть и с очками, у нее разные головные уборы, разные наряды. Но это мы с вами свяжем уже позже в процессе. Сегодня же я вам предлагаю связать саму вот эту уточку. Видео, скорее всего, будет в двух частях. Сначала свяжем тело с ручками и отдельно голову, клювик, щечки вот эти и все остальное. Игрушка вяжется достаточно просто, но я постараюсь вам объяснить как можно подробнее, чтобы любой начинающий и уже продвинутый мастер все справились. У меня сегодня небольшие еще изменения по локации съемки, поэтому я надеюсь, что и мне, и вам будет удобно смотреть это видео, а мне, естественно, его снимать. Ну и если вдруг я начну в какие-то моменты немножко подстраивать, не обессудьте, потому что мастер-класс у меня находится вот в таком вот виде, который даже я не с первого раза сразу понимаю. Так, ну давайте я вам сейчас расскажу, из чего будем вязать, и приступим. Итак, вязать сегодня я буду из плюшевой пряжи. В дальнейшем я планирую сделать еще мастер-класс на такую уточку из полухлопка, но это будет уже позже. Сегодня вяжем из плюшевой. Я нашла вот такой вот цвет, это Ернард Дольче, немножко зеленоватый оттенок имеет эта пряжа. Не знаю, насколько подойдет для утки, но у нас же игрушка, она может быть любым цветом. Вот этот у меня цвет 753. Щечки буду вязать из того же, как я показывала вам в качестве образца. Это просто космический какой-то розовый, это до того красивый цвет, просто я даже насмотреться на него не могу. Я уже выбросила все бирки, но, по-моему, это 781. Так, нам для клювика понадобится еще рыжий цвет. У меня, благо, остались еще после тигров немножко остатки рыжего цвета. Нам его будет достаточно, буквально несколько метров. Если у вас какие-то есть обрезки, то тоже вам должно хватить. Также, кроме этого, нам понадобится сегодня еще наполнитель, который я в кадре уже не показываю, без него мы никуда. Глазки у меня 10 миллиметров. Они на безопасном креплении, но я не могла никак их установить. То есть у нас толщина стенки до такой степени толстая в плюшевой пряже, что я не могла одеть вот сюда заглушку. Может, конечно, надо было прибегнуть к грубой мужской силе, но тогда это было не совсем удобно, поэтому я решила вот эту ножку отрезать и уже приклеивала саму вот эту плоскую часть к голове. И причем, смотрите еще, в чем плюс этого способа. У нас здесь глазки устанавливаются между столбиками. И не всегда эти столбики находятся там, где нужно. То есть я сначала пришила клювик и потом пришивала щечки. И чтобы мне сделать симметрично глазки, мне нужно было, чтобы столбики находились в конкретном месте. Но они постоянно находятся немного не там, когда уже все готово и остались только глазки. Обычно, если мы глазки поставили, то мы можем там уже варьировать и как-то по отношению к ним расположение других элементов менять. А здесь я это сделать не могла. И то, что я приклеивала глазки, меня прям очень выручило, и мне это понравилось. И приклеивала я их на термопистолет, на горячий клей. Вот такой вот он у меня уже немножко не свежий, но зато выполняет все свои функции. Ну и, конечно, ножницы, иголки. Крючок у меня номер 3,5, неизменный. Хотя я нашла крючок, который покупала специально для плюшевой пряжи. В Инстаграм я вам об этом рассказывала, что когда я вот эту пряжу достала как раз из новой партии, из новой закупки, я вместе с ней купила еще и крючок. Сейчас я постараюсь его найти быстро. Вот этот номер 5,5. Когда мы вернулись из Турции, я вам видео записывала, что вам в магазинах постоянно советуют этот размер. И я хотела попробовать связать 5,5 крючком, чтобы посмотреть, как он будет удобнее или неудобнее. Но пока оставлю эту затею на потом, как-то без мастер-класса. Пока мне привычнее вязать вот таким, я буду вязать этим. Вы, конечно, можете брать любой, который вам больше нравится. Вот, рассказала, что сегодня по материалам. Давайте уже с вами приступать, чтобы мастер-класс еще дольше не затягивать.
Как-то я очень резво начала свою вступительную часть, протараторила вам очень быстро. В мастер-классе обещаю вам говорить немного помедленнее. Так, вяжем с вами ножки, делаем колечко амигуруми и в него провязываем 8 столбиков. Мне кажется, даже я наслаждаюсь тишиной после такого тараторения. Так, сделали 8 столбиков. В следующем ряду вяжем 8 прибавок. В каждую петлю мы провязываем по 2 столбика. Вот я связала 2 прибавки. В следующую петлю также вяжу 2 столбика. И так продолжаю до конца ряда, пока не свяжу 8 прибавок. В конце этого ряда у нас получается 16 столбиков. Итак, мы получили 16 столбиков. И теперь нам нужно связать 4 ряда без изменения по 16 столбиков. И на этом ножка будет готова. И нужно нам связать еще одну, вторую такую же. Смотрите, когда свяжете первую ниточку, обрезаем. Когда свяжете вторую ниточку, не обрезаем, оставляем ее также. И сразу начнем присоединять вторую ножку. Давайте довяжем вторую ножку и встретимся, когда будем их соединять. Так, я ножки довязала и включила другую камеру на телефоне. И теперь я, правда, не вижу экран. И могу немножко уходить из кадра. Но надеюсь, что я буду не часто это делать. Но зато вам будет лучше так видно. Так, смотрите, у нас готовы 2 абсолютно одинаковых ножки. Теперь мы будем их соединять. Обычно я люблю между ножками делать какие-то воздушные петли, цепочки из воздушных петель. Но в этот раз я это делать не буду. Начнем соединять ножки сразу. Вот, я маркер даже перевела и оставила, как он у меня оставался, как он остановился. И сразу берем вторую ножку. Смотрите, в любом месте, но я люблю это делать не там, где у нас заканчивалось, потому что тут все время какой-то неказистый столбик получается. Берем в любом месте на второй ножке, вводим крючок, подцепляем вот так рабочую ниточку, и у нас 2 петли на крючке. И через эти 2 петли провязываем ниточку. Все, мы связали сюда столбик. На этой ножке нам нужно провязать 7 столбиков и дальше сделать прибавку. Вот этот столбик у нас будет первым. Один столбик провязали, вяжем еще 6. 2 я провязала, всего 3, 4, 5, 6, 7. Вот этот мой нелюбимый столбик. Дальше сюда делаем прибавку. Далее снова вяжем 7 столбиков. Вот у нас остается по этой ножке еще один не провязанный столбик. Вот он. И сюда мы вяжем одну прибавку. Но смотрите, вот я один столбик провязала. И здесь у нас как-то получается вытягиваются очень эти петли. Мне постоянно не нравится такое соединение. Либо потом я зашиваю это место, либо я придумала другой способ. Смотрите, вот в этот последний столбик я уже связала... Вот в эту последнюю петлю я уже связала один столбик. Давайте я ее распущу, чтобы вас не смущать. Вот, у нас провязано 7 столбиков. И здесь осталась одна непровязанная петля. В нее нам нужно провязать прибавку. Один столбик провязываю, как обычно. Второй ввожу крючок в эту же петлю, вытягиваю рабочую ниточку. Нахожу дальше петлю, половину того столбика, который мы провязывали первым, и в нем, ну, получается, по сути, делаю убавку. И в следующий
на следующей ножке нам нужно также сделать прибавку. И здесь я делаю это же самое. Вот в эту петлю у нас столбик уже провязан. В него я ввожу крючок, вытягиваю ниточку. В соседнюю ввожу крючок, вытягиваю ниточку, как мы делаем убавку. И провязываю все 3. Сейчас здесь у нас гораздо плотнее идет соединение ножек. И не будет никаких лишних отверстий. Вот сюда нам нужно было провязать прибавку. И здесь у нас уже есть такой вот столбик из убавки. Не хочу говорить, я вас так могу запутать. И в общем сюда же мы провязываем еще один столбик. Получается у нас здесь прибавка и на этой ножке прибавка. Мы дошли с вами ровно до середины, и прибавка у нас здесь и здесь. Продолжаем вязать дальше. Здесь у нас идет 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Снова делаем прибавку. И до конца ряда провязываем 7 столбиков. Провязали этот ряд. Сейчас у нас 36 столбиков в ряду. Следующий ряд мы провяжем без изменения. 36 столбиков. Переходим к следующему ряду. И здесь мы вяжем 5 столбиков и делаем прибавку. Главное здесь не перепутать столбики, не пропустить никакие. Особенно вот здесь вместе соединения. Внимательно смотрите, чтобы вы провязали именно все столбики. Потому что распускать потом эту пряжу очень проблематично. Я когда вязала эту утку желтенькую, распускала раза 2. Ну хорошо, второй раз немного, уже не так критично, а то бы пришлось выбросить пряжу. Так, провязала 5 столбиков. Дальше делаю прибавку. И, собственно, эту комбинацию мы вяжем до конца ряда. Вяжем 5 столбиков, прибавка, 5 столбиков, прибавка. И так до конца ряда у нас всего получается 6 таких комбинаций, и в ряду будет 42 столбика. Итак, я этот ряд довязала. Слушайте, мне уже очень нравится этот цвет. Прямо будет очень красивая зеленая утка. Эх, вы этого не узнаете, но это дубль 2, потому что следующие рядов 5 или 6 я провязала по неправильной схеме. Я, может быть, сюда поставляю еще вырезки из того эпизода, который пойдет в мусорку. Но там были интересные такие мои какие-то высказывания, мысли свои, болтала, сидела с вами, и в итоге все напрасно. Поэтому сейчас буду все перевязывать. Убрала неправильный черновик подальше, чтобы теперь уже связать все как нужно. Так, мы сейчас с вами остановились в том ряду, где связали 5 столбиков и сделали прибавку. Сейчас в ряду у нас 42 столбика. Дальше провязываем 1 столбик. Далее делаем прибавку. Дальше вяжем 17 столбиков. Пятнадцать, 16, 17. Провязали. И дальше вяжем 1 столбик, 1 прибавку, еще раз 1 столбик, 1 прибавку. Дальше снова вяжем 17 столбиков. Провязали 17 столбиков, у нас остается 2 непровязанные петли. И здесь мы вяжем эту же комбинацию, 1 столбик, и рядом делаем прибавку. В следующем ряду мы провязываем 21 столбик, 2, 3. Вязали 21 столбик, далее делаем прибавку. Вяжем 2 столбика, 1, 2. Дальше снова делаем прибавку.
И до конца ряда довязываем 21 столбик. В этом ряду у нас получается 48 столбиков. Сейчас в ряду у нас 48 столбиков, и мы провязываем без изменений следующие 3 ряда по 48 столбиков. Я провязала эти 3 ряда по 48 столбиков. У меня получается вот такая деталь. Уже подрастает у нас наша уточка. В кадре она выглядит прям вообще огромной. Вживую не так. Но она будет достаточно такая крупненькая. По росту я вам не сказала, она у меня вышла примерно 22 сантиметра. Это смотря как считать. Это я посчитала вместе с вот этой пимпочкой на голове. Кстати, если вы знаете, как она называется, как ее назвать? Антенна, хохолок, пимпочка, я не знаю как. Напишите в комментариях, если вы знаете, может по мультику как-то обзывают ее. В общем, если вы знаете, делитесь с нами со всеми в комментариях. Это мы с вами связали самую широкую часть нашей утки. Дальше нам нужно сделать убавки. Для этого мы вяжем 6 столбиков. 5, 6. И делаем убавку. В плюшевой пряже я убавки делаю не скрытые, обычные, цепляю за обе стенки, чтобы петельки лишний раз не растягивались. Вязание так получается плотнее. Да и найти потом, если вдруг нужно, скрытую убавку здесь еще сложнее. Вот, провязали снова 6 столбиков и снова делаем убавку. За одну петлю завожу, вытягиваю рабочую ниточку, за соседнюю и 3 петли на крючке провязываю за один прием. Так нам нужно сделать 6 столбиков и убавку 6 раз. Когда мы это свяжем, у нас в ряду получается 42 столбика. И следующий ряд мы провязываем без изменения. В нем 42 столбика. Так, я ряд 42 столбика провязала. Дальше снова делаем убавки. На этот раз вяжем 5 столбиков и делаем убавку. 4, 5. Далее идет убавка. И так мы вяжем до конца ряда. И в этом ряду получается 36 столбиков. В следующем ряду мы снова убавляем количество столбиков между убавками и вяжем здесь 4 столбика, 2, 3, 4 и делаем убавку. Так мы вяжем до конца ряда, и в этом ряду получается 30 столбиков. В следующем ряду мы делаем снова убавки и здесь вяжем 3 столбика, 1, 2, 3 и делаем убавку. Свяжите так еще 5 раз до конца ряда, и получается 24 столбика в этом ряду. Я довязала этот ряд, где 3 столбика и убавка, и здесь предлагаю остановиться, потому что я немного не с того начала и забыла, что нам нужно связать еще ручки. А отдельно мы их связать не можем, потому что дальше мы будем их ввязывать прямо в вязание. Что я предлагаю сделать? Если не хотите, как и я, отрезать нитку, то можно из центра, где же он? Из центра нашего моточка достать другой конец нитки. Вот что у меня тут получилось. И связать оттуда, чтобы вам уже вот эту рабочую ниточку, которой мы продолжаем вязание, не обрезать. Так, ручки вяжем. Здесь мы тоже делаем колечко. Сделали колечко и в него провязываем 6 столбиков. Пять, 6. Затянули. В следующем ряду вяжем 6 прибавок. Первая, вторая. В третьем ряду мы вяжем 2 столбика. 1, 2. Делаем прибавку. И снова вяжем 2 столбика.
Делаем прибавку. 2 столбика и прибавка. И так вяжем 6 раз до конца ряда. Я уже почти довязала, поэтому останавливать видео не буду. Довязали этот ряд. Сейчас у нас здесь 16 столбиков. И следующий ряд провяжем без изменения 16 столбиков. В следующем ряду провязываем 14 столбиков и в конце ряда делаем одну убавку. Давайте провяжем 14 столбиков. 1, 2, 13, 14. И остается последние 2 петли. Здесь вяжем одну убавку. В следующем ряду схема очень похожая. Вяжем 13 столбиков и в конце делаем одну убавку. Получается в ряду 14 столбиков. Продолжаем следующий ряд. Здесь вяжем 5 столбиков. 3, 4, 5. Делаем убавку. И вяжем еще раз такую же комбинацию. 5 столбиков. 5. И делаем убавку. Так в ряду мы получаем 10 столбиков. Итак, в ряду мы получаем 12 столбиков. Следующий ряд нам нужно провязать без изменения 2 ряда по 12 столбиков. Провязали 2 этих ряда, и наша ручка уже практически готова. Остается ее только еще сложить пополам и провязать вот здесь. Я ее уже наполнила наполнителем, причем сделала это достаточно сильно, то есть оно и по степени набивки достаточно тугая. И мы наполняем не то, что вот мы как привыкли делать это в большинстве игрушек только в начале лапки, а здесь наполнитель практически по всей поверхности. То есть вот у меня здесь будет соединяться, и полностью эта лапка наполнена наполнителем. Дальше, смотрите, складываем лапку пополам и продеваем крючок сразу через обе стенки. Вот как мы сложили, так крючок и вводим. И здесь провязываем через 2 стеночки 6 столбиков. Мы ее так крючком, можно сказать, сшиваем эту лапку. 3, 4, 5 и последний столбик 6. Все, наша ручка готова. Остается только отрезать ниточку. Обрезаем ее не очень длинную, потому что все равно мы ее будем заправлять внутрь. Отрезаем такую, чтобы нам было удобно ее проложить в вязании, чтобы ручка надежно зафиксировалась. Все, свяжите еще одну такую же ручку и будем их вшивать в тело утки.